Совсем недавно мы обратили внимание на новые особенности в нарративах путинского официоза. В середине 25 года вдруг вновь пошли в эфир тезисы из весны 22-го. В первую очередь тезисы, демонстрирующие отношение к войне как к одностороннему процессу, при котором Украина теряет территории и людей, а Россия не теряет ничего. Такая картина прямо противоположна действительности. Если ориентироваться только на подсчитанные медиазоны некрологи российских военных, не учитывая без вести пропавших и потери народных милиций ЛДНР, даже тогда 3,5 года так называемой спецоперации окажутся эквивалентны 80 годам советской войны в Афганистане. Если же грубо прикинуть реальные суммарные потери, получится около 150 лет Афгана. Сергей Лавров тоже недавно обратился к тезисам 22 года, правда, на другую тему. Мы никогда не вели речь о том, что нам просто нужно захватить какие-то территории. Ни Крым, ни Донбасс, ни Новороссия, как территории, никогда не были нашей целью. Нашей целью было защитить людей, русских людей, которые столетиями проживали на этих землях, которые открывали эти земли, проливали за них кровь и в Крыму, и на Донбассе, создавали города, Одессу, Николаев, многие другие, порты, заводы, фабрики. Сложно сказать, кому адресованы эти слова про защиту русских людей, особенно на Донбассе. Ведь кадры стертых с лица земли донбасских городов и сел уже открыто демонстрируются на центральных телеканалах, печатаются в газетах и в Z-блогах. Судьба же тех, кто жил там столетиями, как говорит Лавров, давно не стоит на повестке дня. Прошло время, когда антивоенно настроенные россияне намеренно рисковали получить статью, публикуя в соцсетях фотографии разрушенных многоэтажек. Теперь физическое уничтожение востока Украины перестало быть неудобной правдой для путинского официоза. В пропагандистских программах Соловьев и Скобеева уже прямо проговаривали, что ни в Одессе, ни в Николаеве, ни на Донбассе нет больше никаких наших людей. Сносить можно все подчистую, никого не жаль. И тут вдруг Лавров стряхнул пыль со старой методички про защиту русских. После всего, что случилось за последние 3,5 года, даже возврат к обсуждению украинских биолабораторий и зараженных перелетных птиц не выглядел бы настолько дико. Спецкорреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин с разницей в 1,5 недели опубликовал в своем телеграм-канале 2 довольно приметных поста. 7 августа он выложил фотографии, сделанные им в Марьинке. Это донбасский город, от которого после 2 лет непрерывных боев ничего не осталось. После атомной бомбардировки некоторые районы Хиросимы выглядели лучше. Марьинка, туманные картины на фоне скрипящего переговорного процесса. Чистил телефон после командировки и залип на этой фотосессии. Вот что мне подумалось. Политически незрело. Нам точно нужны такие Марьинки? Это то, к чему мы стремимся? Так ли нужно было денацифицировать Украину, или есть какие-то иные варианты без камня на камне и единой живой души? Нужно ли продолжать в таком формате? Не знаю. В начале февраля 22 года в Марьинке жили около 10 тысяч человек. Городок располагался всего в 20 минутах езды от Донецка, пригород такой. Жители Марьинки отличались от дончан лишь тем, что с 14 по 22 год находились по другую сторону от границы ДНР. Оставались в составе Украины, фактически. Ни в какой картине мира эти люди не могли быть врагами России, русских языка и культуры. Но обошлись с ними именно как с врагами. Второй пост Дмитрия Стешина. 18 августа он сообщил, что едва не лишился зрения. Врачи едва сумели спасти его от необратимой слепоты. Находясь в Донецке, он умылся местной водой и в результате получил тяжелое паразитическое заражение глаз. Правда, вину за случившееся Стешин возлагает на бандеровцев. Подчеркнул, что ни Пушилин, ни проворовавшиеся военные строители не виноваты в том, что в городе-мученике Донецке отсутствует чистая вода. Уж про Путина чего и говорить, не упомянул даже. Я же напомню факт, известный всякому дончанину. По состоянию на начало февраля 22 года 94% воды, используемой в Донецке, поступало со стороны Украины по каналу Северский Донец-Донбасс. Это происходило несмотря на всю войну,
Якобы вот это вот уничтожение русских, как пытаются представить, бомбление Донбасса и все вот это дело. Вода продолжала поставляться из Украины, и все было в порядке. Гидротехническая инфраструктура этого канала, насосные станции и трубы была уничтожена в ходе боев в первые дни полномасштабной войны уже, которая началась в 22-м. Решение о развязывании этой войны принимали не бандеровцы, а персонально Владимир Путин. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель – защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. Статьи Стешина для «Комсомолки», его радиоэфиры и личный телеграм рисуют весьма безрадостную картину. И это при том, что Стешин не оппозиционер, а зет-автор, причем крайне радикальный. Он констатирует как факт: в городах Донецкой области, освобожденных еще в 2014 году, сейчас нет самого необходимого для жизни – чистой и безопасной воды. Нет там и здоровых мужчин из-за проведенной мобилизации. Это я добавляю от себя. В десятках других освобожденных городов и сотнях сел не осталось ничего. Из сотен тысяч живших там людей остались сотни. Огромная часть Донбасса превращена в сплошную Марьинку. Все знают, скрыть это невозможно, в каком виде мы получаем освобожденные города. Да? Но сейчас же этого меньше. Нет, я из Красногоровки 2 дня назад вернулся. Там вообще никого нет. И ни людей мирных, ни военных, потому что военные ушли далеко вперед за Курахово под Покровск. Мы освобождаем города в таком виде, что просто хочется за голову схватиться и не знаешь, что делать. Правда, Стешин убеждает аудиторию и самого себя: во всех разрушениях виновата Украина, а регионы России обязательно восстановят донбасские города за счет своих бюджетов. Стешин приводит в пример очень позитивный, по его мнению, случай Авдеевки. Ведь там на деньги Челябинской области, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского округов восстанавливают 6 жилых домов. В них смогут разместиться все оставшиеся жители города. Примерно 700 человек из 30 тысяч, которые там были до освобождения. Сплошной позитив. Мы все приведем, конечно, в порядок. Вот я слежу за Авдеевкой, что там происходит. Там разные республики стали брать на себя обязательства по восстановлению домов. С Божьей помощью все восстановим. Но впереди еще множество городов. Укропы сидят в этом населенном пункте до последнего, а потом из него оттягиваются. Мы заходим, и нам остаются рожки до ножки. Вот так это работает. Про республики спасибо, что сказал, потому что важно очень сказать, как мне кажется, важно напомнить, что и в самих республиках есть что восстанавливать. Там огромное количество аварийного жилья, и изношенность жилищно-коммунального сектора тоже довольно высокая во многих регионах России. И да, в этом контексте вопрос про то, что вот эта история с выжженной землей, с разрушенными городами, как нам тогда, простите, пожалуйста, вести специальную военную операцию дальше? Не молчи, ты только не молчи. Я не знаю. Представим себе фантастическую реальность, где главным наполнением внутренней и внешней политики, например, Франции, вдруг стало бы уничтожение этнических французов и франкофонов, то есть носителей французского языка. Сотни миллиардов евро Франция пускала бы на то, чтобы разрушить до основания ближайшие франкоязычные города в Швейцарии или Бельгии. Вообразить подобное тяжело, описанное скорее напоминает сны больного. Однако нынешняя Россия погружена именно в такую реальность. Российская Федерация является мировым центром русской культуры, крупнейшим на планете русскоязычным государством и исторической родиной для всякого человека, который в графе «национальность» указывает «русский». И уже 3,5 года огромные ресурсы России уходят на то, чтобы массово убивать, калечить, лишать крова и средств к существованию людей, принадлежащих к русской культуре, владеющих русским языком и в значительной своей части являющихся русскими. Очень важно повторять такие вещи. Говорить о варварской мобилизации в ЛДНР, которая не пощадила даже 18-летних студентов. Рассказывать, как МММщик Пушилин отнимает недвижимость у донецких и мариупольских бабушек, у матерей с детьми. Показывать, что стало с теми восточноукраинскими городами, до которых добралась-таки армия России. Говорить обо всем этом нужно,
И я хочу заострить ваше внимание вот на чем. Огромные и непоправимые жертвы приносятся не во имя великой миссии, не ради какой-то циничной выгоды даже, а только для приумножения жертв. История знает массу примеров, когда правители были неразборчивы в средствах ради достижения поставленных целей. В частности, например, историк Василий Ключевский в начале 20 века инициировал продолжающуюся до сих пор дискуссию, скольких людей сгубил в болотах Петр I, чтобы построить Санкт-Петербург. Едва ли найдется в военной истории побоище, которое вывело бы из строя больше бойцов, чем сколько легло рабочих в Петербурге и Кронштадте. Петр называл новую столицу своим парадизом, но она стала великим кладбищем для народа. Но все же в дискуссии об издержках строительства Петербурга никто не спорит с тем, что в результате построили Петербург. Спор идет о цене. Но обсуждать путинскую войну в том же духе не выйдет, потому что и речи не идет о том, будто Россия, пускай и страшной ценой, в итоге приобретет хоть что-то. Жизнь и здоровье сотен тысяч русскоязычных людей приносятся в жертву, чтобы сломать жизнь миллионам других русскоговорящих людей. Тут жертв ради жертв, издержки ради еще больших издержек, и больше ничего. Не меньшим абсурдом, чем слова Лаврова о защите русских, являются такие представления. Мол, Россия цинично отстаивает свои национальные интересы. Что, надо сказать, весьма популярный концепт, который продвигает часть провоенных авторов. Они соглашаются, у нынешней войны ложные обоснования, а официальные лозунги максимально далеки от действительности. Но, дескать, под прикрытием благовидной официальной риторики, предназначенной для народных масс, Владимир Путин с холодным расчетом осуществляет реальную политику. В духе Макиавелли выполняет стоящие перед Россией задачи. Те, кто об этом говорит, как бы возвышают собственную аудиторию на фоне телевизионных зрителей. Дескать, мы-то умны и понимаем, что телевизор работает для плебса и предлагает неискушенным людям информационный комфорт. Мы телевизор не смотрим, а зрим в корень. И следим за тем, как в действительности, без лишних эмоций и сантиментов, Путин выбивает для России лучшее место под солнцем. Мол, у него есть план, он знает, что делает. Зачем тогда цепляться к официальной пропаганде, которая служит лишь дымовой завесой для подлинного реалполитик? Что касается всяких антивоенщиков, все они только вредительствуют и пытаются ставить палки в колеса государству, которое движется по своему историческому пути. Такая концепция, довольно распространенная. Однако, идея, будто все идет по плану, просто всей правды мы пока не знаем, эта идея никак не отыщет своего материального воплощения. В реальном мире по всей России растут кладбища, как и число инвалидов войны. Сотни тысяч семей не могут дождаться назад мобилизованных. В опекаемом Россией Донецке нет воды. Жизнь оставшихся там людей превращена в ад. Почти нет воды и в Мариуполе. Нет жилья для тысяч семей, которые потеряли свои квартиры. Нет и работы. Градообразующее предприятие уничтожено. Стерты в пыль сотни населенных пунктов, которые предполагалось силовым путем взять под российскую опеку. Поля флагов на кладбищах, ампутированные конечности, баклажки с водой вместо водопровода, руины городов и обездоленные люди. Все это реальность. Лозунги Лаврова, напротив, абстракция, никак не отраженная в настоящей жизни. Как и всякая идея, будто российское руководство расчетливо и последовательно делает нечто великое. Гробы и руины множатся здесь и сейчас, а историческое величие, которое в глазах некоторых могло бы их перевесить, до сих пор никак себя не проявило. И не проявит, потому что в 21 веке войной нельзя достичь ничего. До завтра.